Я словила какое-то состояние потока. Я поймала волну, поэтому я переоделась и распустила волосы, чтобы создать ощущение, что это другой день. На самом деле я только что закончила записывать ролик про прогулки. Вот, и как-то мне понравилось, что я смогла там сформулировать все, что мне хочется, поэтому начинаем сразу следующее видео. И тут речь пойдет о другой вещи, которую я тоже очень люблю. Это аниме, но не совсем аниме. Тут вещь будет немного более обширная. Я хотела сказать более глубокое, но аниме само по себе очень глубокое явление, поэтому я не буду так выражаться. Я не разучилась говорить, я так рада! Я просто очень давно не выстраивала такие длинные потоки мыслей, меня это очень радует. Ну что ж, я бы хотела поговорить про то, что больше всего меня, наверное, вдохновило, что больше всего открыло глаза за последнее время. Это второй сезон аниме Blue Lock и тема потока, которая там поднимается. Тема состояния потока и максимальной сосредоточенности, в которой ты достигаешь просто максимального своего потенциала и раскрываешь весь свой спектр возможностей в той сфере, в которой хочешь. Звучит интересно, правда? Вообще, для начала, что такое Blue Lock? Blue Lock — это аниме про футбол. И, как и все спортивные аниме, это аниме не просто про вид спорта, а о намного более фундаментальных вещах, которые касаются роста личности, ее развития, преображения, перерождения и освоения действительно сложных каких-то сфер, которые были созданы уже человеческой культурой. Поэтому, так, чисто два слова о самом аниме. Для меня оно оказалось очень интересным. Там исследуется природа таланта, гениальности, поднимается вопрос эго человека, которое очень часто сейчас порочится, особенно в таких околодуховных, скажем так, сообществах. Но очень интересно там раскрываются эти вопросы. Но для меня, например, Blue Lock, особенно первый сезон, показался таким холодным аниме. Там не было той теплоты и той атмосферы, которая обычно царит в аниме, и за которую я люблю вообще этот вид визуального искусства. Например, в том же волейболе настолько много теплоты, вдохновения и вот этой живой какой-то душевной энергии, что... Что? Не знаю, что. Что оно стало одним из моих любимых. Но вот в Blue Lock'е такое все более холодное, я бы так сказала. Начиная от цветовой гаммы и заканчивая особенностями характеров персонажей и самой обстановкой, которая царит в этом топосе, в этом месте под названием «Синяя тюрьма» Blue Lock. Наверное, надо ввести немножечко, в курс того, о чем там. Главная тема здесь будет не само аниме, а то, на что оно помогло, например, мне открыть глаза. Но без нескольких слов о самом сюжете, наверное, разговор не обойдется, поэтому... В чем заключается смысл? Один очень талантливый тренер, если что, это не спойлер, это говорится в самом начале первого сезона. Один очень талантливый тренер сознает главную проблему японского футбола, конечно, в рамках этого аниме, в рамках этой истории. Он считает, что футбол в Японии слишком, так сказать, коллективистский, то есть все нацелено на взаимодействие внутри команды, на поддержание своих сокомандников, на выбор наиболее оптимального пути атаки, например. И методы тренировки футболистов приводят к тому, что они обычно подавляют свое желание соревноваться, проявлять свое эго, и они вынуждены, например, отдать пас человеку в более выгодной позиции, чем рискнуть и попробовать забить сложный гол из их точки. И таким образом, не знаю, может быть, я что-то не так описала, но не суть. Я думаю, в общих чертах понятно. И цель этого человека, которого, кстати, зовут Эго, очень такая явная отсылка и ассоциация. Он ставит своей целью воспитать форвардов, которые не боятся брать в свои руки инициативу, не боятся относиться к своим сокомандникам не как к людям, которых они обязаны поддерживать в каждой ситуации, а даже как к соперникам по забиванию голов. И именно в этом он видит путь развития успешных форвардов, потому что в конце концов цель футбола — это забить гол. И если большое количество людей в команде будут уметь это делать и будут делать все для того, чтобы забить, то японская команда национальная станет более конкурентоспособной. Это видение этого человека. К слову о втором сезоне. Я знаю, что очень многие его ругали, очень многим не нравится рисовка, и когда я начинала его смотреть, кстати, это ongoing, вышло 7 серий, и, кстати, именно в 6-7 серии для меня было самое большое открытие, поэтому я не могу дождаться, когда выйдет 8.
Короче, я начинала смотреть второй сезон с большими опасениями. Я думала, я уже заранее подготовилась к тому, что он мне не понравится. В итоге, что я могу сказать? Для меня в этом аниме главное... Да, было бы, конечно, прикольно, если бы там была графика на уровне клинка, рассекающего демонов. Это было бы эпично, это было бы шикарно, но главное, что я хочу почерпнуть из этого аниме, это наблюдение за ростом персонажей, это какие-то осознания, осмысления, это вот это все, что не касается того, как они круто играют в футбол, а касается именно их личности, это все я получаю из этого второго сезона, и даже в больших количествах, чем в первом, и второй сезон, мне кажется, как раз-таки более таким душевным почему-то, более теплым, поэтому меня, в принципе, все устраивает. Так что пойдет. Короче, второй сезон советую. И, наконец-то, мы подходим к теме сегодняшнего видео, к тому, о чем я хотела поговорить. Внимание! Тут не будет никаких сюжетных спойлеров, но будет спойлер теоретической части этого аниме, той теории, на которой основывается развитие навыков персонажей в определенной части второго сезона. Поэтому, если вы совсем не хотите портить себе просмотр, если вы собираетесь посмотреть, то, наверное, лучше это видео дальше не смотреть. Но если вам в целом без разницы, или, например, вы понимаете, что какое-то там открытие, осознание — это не самое главное в аниме, потому что имена персонажей не буду называть, просто теоретическую часть использую как платформу для того, чтобы поговорить о своих каких-то мыслях, о своем опыте, о своих наблюдениях. Короче, если вас это не смущает, то смотрите. Если нет, я предупредила, это не совсем спойлер, но для кого-то это может быть спойлер. Кто-то, может, хочет вместе с персонажами все осознать и прожить. Итак, какая же прекрасная тема поднялась во втором сезоне? Тема потока, максимальной концентрации, безмыслия и состояния, в котором ты на много часов можешь погрузиться в какой-то процесс и в котором ты можешь достигнуть своего максимума. Такое неземное, я бы даже сказала, состояние. И как и говорил тренер, что это состояние, которым человек буквально упивается, это потрясающее чувство, и я, кстати, часто слышала в интервью актеров, музыкантов даже, что именно вот это ощущение, состояние, когда ты находишься как будто даже в другой реальности, и когда ты полностью погружен в творческий процесс, это просто непередаваемое ощущение, и ради этого стоит делать те подготовительные действия, которые потом к этому моменту, к этому состоянию приводят. Мне эта тема очень интересна, потому что мне знакомо это состояние, мне оно близко, и мне хотелось бы чаще в нем оказываться. И самое интересное, что объяснялось в аниме, каким образом его достичь. Понятно, что это не единственный способ, но мне очень понравился их взгляд и их подход. В общем, в определенный момент персонаж понимает, что для того, чтобы играть на более высоком уровне, ему нужно не анализировать свои действия во время игры, перед тем, как их совершить, не анализировать обстановку и, исходя из анализа, уже действовать, а ему нужно начинать уже двигаться рефлекторно, на инстинктах, на интуиции, на автомате, позволять своему сознанию на основе всего опыта и всех тренировок, которые он проходил, совершать в моменте бессознательные действия. И вот человек собирает эго, да, их куратор, их лидер, собирает всех в одном зале, для того, чтобы до них донести мысль о том, как же в этот поток войти. Я тут прикреплю картинку с графиком, который он объяснял следующим образом. Нижняя ось, ось X, это ваши способности. Вертикальная ось, ось Y, это сложность вызова, то есть сложность задачи, которая перед вами стоит. И состояние потока можно достичь как раз на золотой серединке, вот на этой вот диагонали, которая возникает при балансе ваших способностей и сложности вызова. Потому что, когда, например, задача слишком легкая, и у вас способностей намного больше, чем требует выполнения этой задачи, то наступает момент скуки. Если вызов слишком сложный, практически невозможный, и способностей у вас не хватает, да, то есть точка где-то в этой верхней половине графика, то наступает состояние тревожности, и вы тоже не можете погрузиться в это спокойное, сосредоточенное состояние. И о чем говорил, значит, этот тренер? О том, что человек в состоянии скуки или тревожности не может испытывать удовольствие от того, что он делает. Он не может получать кайф от процесса, и он не может сосредоточиться, потому что он либо скучает, либо он слишком взволнован, встревожен. И именно в момент, когда удается достичь этого состояния потока, ты выполняешь эту сложную задачу, не невозможную, но действительно сложную, и выходишь на новый уровень мастерства, например, в своем деле, или просто на новый уровень личностный, творческий и так далее.
если это переносить, например, на какие-то профессии? Почему достаточно сложно работать на работе, которая предполагает рутину, предполагает повторение задач, которые тебе знакомы и которые не требуют, не знаю, какого-то оригинального подхода или прыжка, например, выше своей головы? Именно потому, что наступает вот это состояние скуки. И в этом состоянии ты не можешь... Ну, то есть ты можешь быть результативным, но у тебя нет никакого азарта, нет никакого драйва. А когда задача просто сумасшедше сложная, у тебя наступает тревожность, часто прокрастинация, ты вообще за эту задачу не берешься, или она кажется тебе невыполнимой, и ты просто ее очень медленно выполняешь или не выполняешь. Ну, то есть мозг не справляется с такой психологической нагрузкой и с давлением. На что же мне это открыло глаза? Я наконец-то поняла, почему ради того, чтобы освоить один вид деятельности, я готова горы свернуть, а в другом виде деятельности, в котором, казалось бы, у меня все получается, у меня опускаются руки, когда я за это берусь. В качестве примера обратимся к музыке. Мне казалось нерациональным проводить целый день за изучением в программе написания музыки в Ableton какого-то плагина или за изучением того, как какой-то музыкант или какой-то битмейкер создает конкретное произведение, наблюдение за его действиями, попытка их освоить. Меня это всегда очень вдохновляет. Мне это очень интересно. Мне интересно слушать новые инструменты, мне интересно изучать новые возможности программы. Но это действие кажется нерациональным, потому что оно не приводит к какому-то конкретному осязаемому результату. Ты в этот момент не написал ничего, чем ты можешь поделиться, ты ничего не выложил, ты просто чуть-чуть вырос как музыкант. И тут я поняла, что для меня на данном этапе, для меня это достаточно сложный вызов, и мне очень хочется это сделать, это освоить. И я могу погрузиться в этот процесс на много часов и не заметить, как время пролетело, и потом, после, я себя буду чувствовать прекрасно, я буду чувствовать себя молодцом, и я буду чувствовать, что я сделала что-то значимое. И благодаря этому графику я поняла, что все правильно, что я могу дать себе время на то, чтобы изучить это, потому что именно в такие моменты происходит рост меня как личности. Не знаю, возможно, для других это что-то само собой разумеющееся, но у меня сейчас такое состояние, когда мне хочется поскорее воплотить все свои идеи, все свои задумки, поделиться ими, поскорее уже преобразить свою жизнь. Мне хочется, чтобы уже началась какая-то динамика, чтобы началось какое-то движение. Мне уже хочется поскорее начать взаимодействовать с другими творческими людьми. Поэтому мозг создает такую иллюзию и ловит тебя в ловушку того, что ты сейчас занимаешься чем-то не тем. Что вместо того, чтобы дописать свой трек, который ты не можешь никак дописать уже несколько месяцев, ты сидишь и изучаешь то, что тебе может и не пригодится никогда. И тут я поняла, что в этот момент я действительно расту. Дальше, что касается треков и музыки. Есть композиции, которые я начала писать 1,5 года назад, и в моменте тогда они мне казались очень красивыми, очень необычными. Мне казалось, что вот такого еще нет, и мне хочется как первооткрывателю создать что-то подобное. Но сейчас мне уже не так интересно ими заниматься. Опять же, что говорит мой рассудок, рациональная часть моего мозга? Ты неорганизованный человек, ты вовремя не дописала, ты сейчас выбрасываешь в мусорку свой труд, которым ты могла бы поделиться и уже иметь какие-то результаты. И тут, опять же, благодаря вот этому эпизоду в аниме, тут я понимаю, что просто для меня это, опять же, уже недостаточно сложный вызов и неинтересный. Я не чувствую, что я делаю что-то удивительное, что-то, что позволит мне вырасти или позволит открыть какую-то новую грань действительности. Поэтому, опять же, я успокоилась. Я поняла, что я не обязана это доделывать, если оно меня больше не вдохновляет. Что я могу просто, например, почистить какие-то моменты и даже 30 секунд просто выложить, не доделывать это в полноценный трек. Вот. И это меня привело к мысли о том, что ведь многие музыканты, которые становятся коммерчески успешными, они ведь сталкиваются с такой проблемой, когда создание музыки становится для них рутиной, когда это превращается в своего рода конвейер. Возможно, это тоже потому, что они, например, освоили искусство вирусного или коммерческого, так сказать, звука, но для них это уже больше не является каким-то чудом, это больше не является шагом на новую ступеньку. Это не предлагает им достаточно материала и почвы для того, чтобы
почувствовать снова этот драйв, азарт, удовлетворение от работы, и чтобы попасть вот в это волшебное, сосредоточенное, созерцательное состояние, когда ты находишься действительно в потоке и создаешь какое-то волшебство. И я очень рада, наверное, что я поняла это сейчас. Не факт, что я потом не забудусь когда-нибудь, но как минимум сейчас я уже для себя понимаю, что какие-то вещи, да, я примерно понимаю, как создавать, как писать, но мне это уже не так интересно. И именно поэтому мне интересно изучать новые плагины, новые музыкальные ходы, потому что моя душа требует нового звука, скажем так. И это конкретно про музыку, но это можно экстраполировать на любые сферы, особенно, возможно, на спортивные или на творческие. Взять те же спортивные команды. Часто такое бывает, что, я наблюдала, что в спортивных командах локального уровня у людей как будто бы нет огня в глазах. Они играют с немного потухшим взглядом. Возможно, опять же, это потому, что они достигли определенного плато, они достигли определенного уровня, и они чувствуют, что они дальше не растут. Да, им платят за их деятельность. Да, они выигрывают много игр, ездят на чемпионаты России, возможно, даже на соревнования мирового уровня. Но для них лично, то есть, да, еще для каждого этот вызов, он очень индивидуален. То есть для меня, например, вызов — это изучить новый плагин и вырасти чуть-чуть в музыкальном плане. Для кого-то вызов — это написать трек, который окажется, например, в топе чартов. И ему не важно, будет это что-то супер изысканное с музыкальной точки зрения, или это будет достаточно ожидаемый звук. Для него вызов и вдохновение уже то, что он попадет в топ. Это тоже это прекрасно. Прекрасно, если это человека заряжает. Для кого-то вызов — создать что-то уникальное, для кого-то вызов — создать что-то такое, что позволит ему получить определенную сумму. То есть все это равноценно, если оно имеет ценность в твоем собственном мире, в твоем собственном сознании. Сейчас я считаю так, да. Для кого-то уже ценно играть в состоявшейся команде локального уровня, например, с хорошими сокомандниками и так далее. Их это устраивает. А у кого-то, например, душа жаждет большего, и они не могут войти вот в это состояние благоговейное, я бы даже сказала, даже трепетное состояние, и еще больше вырасти, потому что слишком уже все понятно. Да, есть мелкие задачи, над которыми можно продолжать работать. Да, всегда есть куда расти, но, опять же, вызов не мотивирует тебя постараться больше и поработать над собой и как-то усовершенствоваться. Вот я о чём. Также, например, мне очень интересно записывать разговорные небольшие тиктоки на английском. Для меня это, какой вызов, потому что мне страшно, мне непонятно. Это люди, которые не говорят с тобой на одном языке, а как это воспримется? А будет ли хоть кому-то интересно меня слушать? Для меня это очень интересная задача. И еще можно понять по тому, как ты себя чувствуешь после того, как сделал определенные действия. Ты чувствуешь прямо кучу энергии, ты в приподнятом настроении, тебе хочется еще больше этого сделать, несмотря на то, что ты устал, или морально просто все, что можно, оставил для того, чтобы это сделать, тебе хочется снова и снова в это возвращаться. Тогда, наверное, это и есть то действие, в которое стоит уйти, даже если кажется, что оно не принесет конкретных результатов. Потому что я еще поняла? Я поняла, что результаты результатами, но особенно, когда ты в творческой сфере что-то делаешь, но опять же, это пока что моя такая мысль, моя теория, если ты сам как личность не заряжен, если в тебе нет вот этой вот энергетики, то она не отразится и в твоем творчестве, и в том, что ты создаешь. Она не создаст нужного резонанса, нужной волны, и она не зацепит, что ли, внимание людей, потому что тебе самому, по сути, наплевать на то, что ты создаешь. Не то чтобы наплевать, тебе уже само, как-то не холодно, не жарко. А когда ты сам заряжен от мысли, которую ты хочешь воплотить, от идеи, несмотря на то, что она может, например, никак не восприняться другими, уже сам твой настрой и сама твоя энергетика неизбежно приведет к тому, что на это обратят внимание. Вот такая мысль. Вот, я так довольна, что я смогла все это рассказать. Боже. И да, и эти вещи, эти вызовы, да, они меняются от одного периода твоей жизни к другому. То есть, например, если раньше для меня позвать человека, который будет меня снимать на камеру, поехать в необычную локацию, там записать танец, для меня это было действительно чем-то вау, чем-то необычным, чем-то, что меня очень вдохновляло и заряжало, то теперь для меня такая вещь — это создание чего-то своего в плане и музыкальном, и визуальном, и не просто создание своего, а создание того,
от чего у меня самой дух захватывает. Вот так вот я бы это сформулировала. Да, я вспоминаю, например, в школе у нас на физике была самая большая пытка, потому что у нас были очень простые, в один промежуток времени, очень простые однотипные задачи, и ты не мог отвлечься, потому что тебе задачку надо решить, выполнить, показать учителю. Ты не мог отвлечься и заняться своими делами. Но и задача была не настолько интересная, чтобы ты в нее действительно мог погрузиться, и ты просто сидишь, вот это вот рутинные действия выполняешь, решаешь однотипные вещи. Хуже этого нет. Вот реально. Я просто... Я ненавидела эти моменты. И да, это можно распространить на все, на все. Я поняла, почему я не могу просто на рутинных каких-то работах, где ты какой-то набор действий освоил, например, в кофейне, делай дальше, вари кофе, все понятно, ничего супер напряжного. Но ты погружаешься в какую-то трясину, ты просто не живешь, ты прозябаешь. Я подумала, что да, лучше делать что-то сложное, что-то, где нет гарантии, лучше шагнуть в неизвестность, но при этом сохранить вот этот дух и настрой, и состояние, которое тебе позволит достичь действительно больших результатов. И в том, что тебе действительно интересно. Да, и опять же, результаты, они могут быть не только внешними, но и внутренними, что ты теперь умеешь, например, делать вот это и вот это. И да, этот вызов должен быть не просто сложным, он еще должен в тебе самом вызывать азарт и вызывать радость. То есть мысль о преодолении этой задачи, о достижении, например, этой цели, она должна тебя вдохновлять самого. То есть не просто какую-то сложную задачу, например, стояли у меня сложные задачи по учебе. Приносила ли мне радость их достижений? Не особо. Вот, а когда сопряжена вот эта радость, интерес, азарт и сложность, вообще, мне кажется, отличный топчик. Это как я поняла. Мне кажется, да, так оно и есть. Еще считаю, что если задача легкая, и она тебе приносит огромную радость или просто какое-то действие, нет вопросов. Надо это делать просто потому, что это приносит тебе радость и удовольствие, и подпитывает тебя эмоционально. Но именно когда речь идет о каком-то росте, о новых горизонтах, новых свершениях, то да, мне кажется, это имеет место быть, и это ключик ко многим вопросам самореализации и творческой деятельности. И не только творческой. Я сказала про сложность вызова, про интерес, про азарт, но мне кажется, сложность вызова, она не обязательно должна быть технической. То есть, например, сложно что-то создать, сложно выучить какой-то новый прием, сложно освоить новую технику или сложно написать какое-то произведение, если речь идет о писателях или о музыкантах. Сложность вызова может заключаться и в его дерзкости, например, в эмоциональной какой-то части, в его новизне, в его новизне и в непонимании того, как общество это примет. Например, можно очень простой трек какой-то сделать и написать, но это что-то настолько небывалое, и никто до этого так не делал, что это само по себе уже вызов, и это само по себе уже создает резонанс, потому что ты в процессе воплощения этой задумки и этой идеи чувствовал вот этот азарт и то, что ты делаешь что-то необычное, и то, что у тебя у самого вызывает вот такие эмоции. Такие мысли. Опять же, я говорю про себя, но мне кажется, поскольку опыт людей, он, при том, что я уже это говорила, но при том, что он очень индивидуален, он вместе с тем и универсален, поэтому, может быть, кто-то что-то там и для себя поймет в своей деятельности. Но мне вот этот момент в аниме просто открыл глаза на то, на что мне стоит время тратить, на что мне стоит сделать упор. А что я могу со спокойной совестью отпустить и не корить себя за то, что я могла же бы, мне неинтересно. И я растрачиваю, можно сказать, свой потенциал на средние для меня задачи, когда я могла бы сделать что-то больше. При том, что гарантий в этом больше нет, но интересно, ничего не поделаешь. И это не значит, что я посмотрела, и все. И с этого момента моя жизнь никогда не была прежней, нет. Были, конечно, так называемые откаты, когда я снова путалась, снова не понимала, но в целом хотя бы в моей голове какой-то вектор наметился, к которому можно вернуться. Это уже радует в моменты потерянности. К чему я это? Еще. Вы понимаете, вот за это я люблю аниме. Потому что пока что в других жанрах я не находила такого глубокого, такого детального описания именно эволюции личности. Очень часто в аниме есть, конечно, очень много других. Аниме — это огромный мир, так же, как и мир кинематографа. И там освещается очень много сторон действительности, каждая из которых по-своему ценна.
я думаю, все таки запишу видосик про аниме, но на данный период я нахожу, например, именно вот в анимешках для себя ответы, которые из других произведений, из той же классики, например, я не могу уже почерпнуть. А в аниме очень часто герои сталкиваются с каким-то действительно большим вызовом, и из-за того, что вызовы эти бывают специфическими, бывают аниме и про творческих людей, и спортивные, и исекай, например, где герой перерождается в новой реальности. Это же исекай, если я не путаю, извиняюсь. Я не такой прям знаток, я просто любитель, где герой перерождается, и ему нужно раскрыться и реализоваться в новой реальности. Там такие жемчужины встречаются, описываются настолько тонкие грани, настолько специфические ситуации, что они оказываются каким-то образом созвучны с тем, что переживаешь ты, и ты черпаешь оттуда силы, вдохновение и мотивацию расти и двигаться дальше. И какие-то ответы для себя находишь. Но это только одна из сторон аниме, там еще очень-очень много всего прекрасного. Ну, наверное, все, что я хотела сказать. Поэтому сейчас у меня примерно такие мысли, примерно такой настрой. Очень надеюсь его не растерять, а приумножить, в нем утвердиться. Не знаю, что я буду думать через год, через два, но пока что так. Вот. Удачи вам. Всем, кто смотрит Blue Lock, привет. Я так рада. Я когда посмотрела вот эту 6-ю серию, я такая просто... Я столько всего поняла. Следующая серия, там довольно крупный матч, и там просто на основе вот этой теории там очень хорошие моменты происходят. Я думаю, боже, как я буду жить до выхода следующей серии. И вот сегодня, 25 ноября, ну как бы уже завтра, но... Уже 25 ноября, но только по часам. По идее, серия выйдет завтра. И я так рада, что я уже завтра смогу посмотреть. Да, но опять же такой момент, когда ты смотришь, но при этом ты сам ничем таким интересным не занимаешься, тебя само аниме не так прикалывает. А когда это каким-то образом перекликается с твоей собственной жизнью, это просто, это золото. Вот, такие дела. Всем пока.